Россия входит в топ-10 стран по объему производства молока, но по эффективности отстает в 1,5-2 раза. Но есть исключения из общего правила. На Кубани реализован агропроект, позволивший достичь лучших мировых показателей эффективности. Мы отправляемся за 100 километров от Ростова-на-Дону в сторону Краснодара. Еще не так давно на этом месте было чисто поле. Кукуруза росла. Сегодня высокотехнологичный, умный, молочно-товарный комплекс на 1800 фуражных коров с проектной мощностью 20 тысяч тонн молока в год. Комплекс построил агрохолдинг «Степь», одна из крупнейших в России аграрных компаний, входящая в группу АФК «Система». С выводом этого комплекса на полную проектную мощность агрохолдинг «Степь» будет производить в год 60 тысяч тонн молока. АФК-система признает агрохолдинг «Степь» самым эффективным хозяйством в России. Надой на одну корову здесь в 2 раза выше среднероссийского показателя, достигает 12 тонн в год. Животноводческий сегмент агрохолдинга сегодня – это 5 молочно-товарных ферм, включая ту, на которой мы находимся. Все фермы построены в Краснодарском крае. Корова-рекордсменка – это прежде всего счастливая корова, говорит Сергей Лях. А счастлива она, когда здорова и сыта. Заготавливаем на кормление солому ячменную. Также в рационе у нас силос кукурузный, сено люцерновое, сено злаковое. А вот злаковое свежее, вот это, да. Вот это в этом году заготовили около 2000 тонн. Сено очень высокого качества. Кормовые растения с собственных полей, на которых, кстати, избегают применения химии. Разработка рациона для дойных коров в агрохолдинге «Степь» – особая наука. В меню сбалансированные кормосмеси. Рецепт собственный, создавался в течение нескольких лет. Разные виды сена в нужных пропорциях загружаются в смеситель и измельчаются, смешиваются с витаминами и питательными добавками. В кабине у тракториста стоит компьютер, и согласно рациону идет загрузка в смеситель. Нету перерасхода кормов. Состав кормосмесей не меняется в течение года. Это позволяет удерживать надои на высоком уровне, гарантировать качественный состав молока. А вот и сами фуражные коровы. На улице жара под 40, а здесь комфортная температура. Нет присущего традиционному коровнику стойкого запаха. Дополнительный поток свежего воздуха обеспечивает климат-контроль. В основном коровники 4-рядные, 6-рядные, бывают 8. У нас 12-рядные. Беспривязное содержание животных, боксовое содержание. В чем преимущество этого коровника? У нас здесь происходит как и содержание животных, так и зооветеринарные мероприятия. Животные у нас содержатся на песке. Это мягко и комфортно для животных. Чистое и здоровое вымя, что впоследствии влияет на качество молока. И самое главное, в песке нет никаких микроорганизмов. Зоя Костенко – дипломированный зоотехник. Стажировалась в Израиле. Утверждает, подход агрохолдинга «Степь» к содержанию коров и их селекции нестандартен для России. Идем в телячью деревню. Здесь одноместные особнячки с двориком для выгула. Каждый месяц на новой ферме появляется 50-60 телят. В деревне они живут до 3 месяцев, затем присоединяются к стаду. С момента рождения данные о животном заносятся в единую базу системы управления генетикой SILEX. База хранит и анализирует сведения по происхождению, генотипу, развитию и экстерьеру. SILEX, в свою очередь, интегрирован в систему управления стадом. К ней 24 часа в сутки онлайн подключены все животные всех молочно-товарных ферм агрохолдинга. На каждом животном стоит спидометр, это идентификация ее активность, сколько она отдыхает, сколько она ходит. Дальше антенна идентифицируется животное на каждом стойлом месте, не на входе, а именно на каждом стойлом месте. После попадания в доильный зал, здесь высвечивается ее идентификация. После подключения аппарата сразу попадает у нас молоко в счетчик и дальше микролаборатория. И там происходит анализ на содержание жир, белок, лактоза, соматика, электропроводность и так далее. И на основании этой информации формируется отчетность о состоянии животного. После этого животное выходит и 3 раза в день она идет еще на весы.
Для того, чтобы получить информацию о состоянии коровы, руководителю достаточно войти в компьютер. Александр открывает файлы фермы в Каневском районе. Агрохолдинг «Степь» внедрил умную систему управления стадом на этой ферме 9 лет назад. Личная карточка животного. Здесь ее история, номера, рождение, осеменение. Быка вы тоже здесь указываете. Мы являемся племенным заводом по галштинской породе. И генетику используем одну из лучших в мире по независимой оценке Интербуса. Система позволяет контролировать не только состояние стада, но и работу сотрудников ферм, например, качество работы операторов машинного доения. От того, насколько тщательно и с какой скоростью оператор готовит животное к доению, зависит объем получаемого молока и здоровье фуражной коровы. С момента первого прикосновения до вымени до момента доения должно пройти от 90 до 120 секунд. Почему это так важно? Напрямую влияет на здоровье вымени. Соответственно, влияет на продуктивность. Работники ферм агрохолдинга «Степь» постоянно повышают свою квалификацию, утверждает Александр Черечеча. Не должно быть время сухого доения. То есть не должен аппарат набивать вымя корове, если она ничего не готова отдавать молоко. Мы же стараемся максимально сохранить животное, максимально получить от нее продуктивность. Данная ферма, она способна конкурировать с любой фермой мира по уровню сохранности животных. Самое главное, по качеству молока. Мы не можем только конкурировать с фальсификатами, но я надеюсь, что правительство разберется. Речь идет о порошковых и растительных смесях, которые вышли на рынок под видом молока и поступают на прилавки по цене молочной продукции. Молоко должно называться молоком, а все остальное должно называться как угодно, но никакой ассоциации с молоком не должно быть. Но вернемся к качественному продукту. От цеха аппаратного доения до танков, где хранится продукция, всего несколько шагов. В емкостях молоко охлаждается до 4 градусов и практически сразу отправляется потребителю. Кореновский молочно-консервный комбинат – один из крупнейших переработчиков молока в регионе. В то время как большинство заводов сокращает закупки в пользу фальсификатов или заменителей, этот комбинат наращивает переработку живого молока. Сырое молоко поступает на участок аппаратной подготовки. Перед нами сепаратор. В нем молоко разделяется на фракции. Это необходимо для того, чтобы выделить из него, например, сливки. Ну а следующий этап – это термическая обработка. Полученные фракции проходят предварительную пастеризацию. Каждый из последующих этапов производства предполагает собственную технологию. На этой линии производят творог, а в соседнем цехе кефир и сливки. Молочно-товарные фермы агрохолдинга «Степь» прошли сертификацию и получили еврономер – один из признанных международных стандартов качества. Я уже говорил о том, что молоко, произведенное в агрохолдинге «Степь», получает еврономер. Это значит, что оно автоматически допускается для производства продуктов, которые идут на экспорт в страны Евросоюза. Вот эти, например, сливки сгущенные с сахаром хорошо знаются не только в СНГ, странах Евросоюза, но и в Израиле, и в Соединенных Штатах Америки. А здесь из живого молока производят мороженое. Оно тоже идет на экспорт. Бизнес-стратегия комбината в сохранении доверия потребителя за счет ежедневного подтверждения качества продукта. И комбинат, как потребитель живого молока, нуждается в надежных поставщиках. У нас каждый день приезжает на производство 500 тонн молока. Хороший творог нельзя, чтобы он хранился 21 день без консервантов и стабилизаторов, если в основе некачественное молоко. Сметана, кефир, все кисломолочные наши продукты, они очень чувствительны к исходному сырью. Чем больше показатели по жиру, по белку, тем больше с 1 литра можно произвести качественной и полезной молочной продукции. Мы сейчас видим, что на полках иногда лежит литр молока по той цене, по которой мы купили в хозяйстве. И сразу возникает вопрос, а как так? И здесь секретов нет. Скорее всего, то, что по такой цене там не молоко. По данным Россельхознадзора, уровень фальсификации продукции на молочном рынке России сегодня достигает 20%. Агрохолдинг «Степь», в свою очередь, готов обеспечить перерабатывающую промышленность качественным молоком и вытеснить фальсифицированную продукцию с рынка. Будем строить больше умных ферм, обещает Александр Черечеча. Сейчас мы уже подписали договор на проектирование фермы на 3000 фуражного поголовья. Мы планируем в течение месяца начать уже земляные работы. Срок строительства 2 года. Если мы запустим еще 3000, мы в сутки будем производить порядка 250-300 тонн молока.
Стратегия развития агрохолдинга «Степь» предполагает создание одного из крупнейших производителей молока в России. К 2021 году объем производства сертифицированного по евростандартам молока должен достигнуть 200 тысяч тонн в год.